Привет, 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 песеры, с вами Морж, пятничка, а значит самое время открыть эпиков. Мадридский Реал у нас завезли вчера, ну и собственно Рауль Биг Тайм больше меня всех интересует. Я надеюсь, что поймать я его смогу, ну и вот такой вот Реал мы будем усиливать. Выглядит и так очень даже здорово, но, тем не менее, нет предела совершенству, и сделать его можно еще получше. Как вы видите, Рауль здесь есть, но, к сожалению, с позиции оттянутый форвард и легендарная его карточка. Ну и Бейла, конечно, надо менять, потому что он уже давно не в Реале. Ну, собственно... Денег достаточно, открывать я буду до упора, так сказать, пока все не выпадут. Ну и спасибо Konami за то, что они сделали варианты открывать по 10 игроков. Вот, это очень даже удобно. Значит, что у нас по карточкам? Значит, фигу... ладно, начнем с Рауля. 97 на максимальной прокачке, сотка будет с сыгранностью, естественно. Неплохие статы, в принципе, даже на первом уровне. Стабильная физическая форма — это хорошо. И финтами он не перегружен, что тоже очень даже хорошо. Фигу 96 на максимальной прокачке, 99 с сыгранностью. Стиль продуктивный вингер, сразу хорошая дрибла, контроль мяча, хороший пас навесом. При этом ускорение достаточно неплохое, но при этом обычная физическая форма — это плохо. Вот. По финтам ножницы марсельская рулетка тоже не слишком много. Ну и Кларенс, молодой 21-летний, отличный стиль от штрафной до штрафной, занимает любую позицию в полузащите. 96 на максимальной прокачке, 98 будет с сыгранностью, собственно. Отличная выносливость, хороший корпус, стабильная физическая форма, отличная слабая нога и всего лишь одна марсельская рулетка, что очень даже здорово. В общем-то, все три карточки вполне себе интересные, ну посмотрим, насколько Konami захочет мне их выдать. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, то пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании, ссылка в закрепленном комментарии, там же... Ссылка просто на мой телеграм, где я публикую новости. В общем, все по стандарту, я думаю, с этим вы все разбираетесь без проблем. Ну что ж, первые 10 игроков отлетают, к сожалению, пока не выпало ничего. Что вообще хочется сказать по карточке Рауля, который легенда был? Честно, ребят, я ее не понял. Я наиграл за него, наверное, матчей 50. Вот вроде он и нормальный, а вроде... И выделить по нему ничего особо не получается. Я надеюсь, Big Time карточка будет в этом варианте поинтереснее. Ну, вы видели, там всего-то 93 рейта, то есть статы, сами понимаете, не слишком хорошие у легендарной карточки Рауля. Ну, конечно, есть небольшая обида на Konami, что они сначала, вот эти легенды выпустили, потом такие, давайте придумаем эпиков, а потом такие, давайте придумаем бигтаймов. Ну, кажется, как мне кажется, немножечко некрасиво они поступали. Жалко, что вот такой вот путь, так сказать, развития своей игры они выбрали. Ну, что поделать, мы, к сожалению, на него повлиять не можем, а очень на самом деле хотелось бы. С другой стороны, я думаю, вы видели новости, я у себя это уже тоже публиковал, что... Konami все-таки обещают, что у нас, и джойстики работать будет, и мультиплатформа будет, и Мастер-лига будет, и так, ладно, чуть-чуть позже продолжим про Мастер-лигу и джойстики. Первый эпик мне выпадает. Ну что ж, кстати, в паке может быть и 2 игрока, наверное, 3 быть не может, в теории может, но в этом не будет, потому что тогда бы зажегся, скорее всего, бигтайм стрелочки, но, тем не менее, Кларенс мне выпадает. Ну что ж, в принципе, очень неплохой... Бокс-то-бокс, я играл его эпическая карточка от Милана, вы знаете, она уже выходила. Вполне себе, вот реально приятно чувствуется на поле. Хороший центральный полузащитник, да, к сожалению, один он в этом паке, но, тем не менее, старт взял, но при этом 70 паков уже у меня открыто. Ладно, еще десятка полетела, тут, к сожалению, не будет ничего. Вот, ну и Konami обещает, что можно будет сбрасывать прокачку игрокам за ГП, Konami обещает, что у нас больше, чем 500 мест будет, наконец-то, потому что реально они вот сейчас долбят эти ивенты, там, то с мексиканскими командами, то с J-лиги командами, ну реально хрень какая-то полная, у меня просто мест нет для этих игроков, и в итоге этот ивент, да, не вопрос, можно поставить, чтобы компьютер против компьютера играл, но все равно это занимает время. И из-за того, что игроков правильных под соревнования нет, это занимает реально кучу времени, когда тебе, эти 1500 нужно набрать за матч, не за матч, а всего очков, чтобы получить все. Вот. А за победу, тебе дают там 150, 170, ну это жопа. А вот и бигтайм мне выпадает. Ну что ж, Рауль, добро пожаловать, welcome to the club, так сказать. А здесь, кстати, да, тоже можно понадеяться, а вдруг 2 игрока в одном паке было бы неплохо. Конечно же, 7 номер, жалко, конечно, что Реал у нас не лицензирован, в форме это все смотрелось бы, конечно, гораздо эпичнее, гораздо симпатичнее, но, тем не менее, вот такой вот Рауль с позицией центральный нападающий и стилем отвлекающий.
Да, второго, к сожалению, игрока в паке нет. Открыто у меня уже 110 паков. Многовато, если честно. Konami решила полностью выдаить из меня золотишко. Ну ладно, что поделать, это мое хобби, а на хобби можно тратить деньги и особо об этом не жалеть. К сожалению, снова белая полоса на стадионе, значит, эпика не будет. Что печальненько, неужели придется открыть вообще все? 20 игроков осталось. Ну что, 2 пака? 2 пака. Ха. Нет, все-таки последние 900 золота Konami решила мне сэкономить, и до упора открывать мне это все дело не пришлось. Но все равно 140 игроков, конечно, такое себе. Хорошо, что хоть действительно можно открывать по 10, потому что реально постоянно вот это клацать, смотреть постоянно на эти белые стрелочки. Ой, если честно, потом глаза болят, особенно если много покопанингов нужно сделать. Там, допустим, если у ребят Android, они просят меня пооткрывать. Он не Android, iPhone, конечно же, потому что золото не переносится. Да, там под вечер реально в глазах бликует из-за этих всех стрелок. Ну что ж, 140, многовато, честно скажу. Хотелось бы побыстрее как-то все это дело выбивать. Все-таки с икониками в прошлой части было как-то, по-моему, полегче. Ну ладно, что поделать. Играем в то, что есть, и соглашаемся на то, что есть. Итак, Фигу, конечно же, становится у нас вместо Бейла, Рауль вместо Рауля, и Кларенс, не знаю, вместо кого я буду его ставить, но Реал получается очень даже симпатичный. За такой Реал грех лайк не поставить. Пиши, открывал ли ты эти паки, может, тоже поймал чего хорошего, может, поймал быстро, может быть, вообще с одного пака всех троих поймал, а вдруг? Есть же, наверное, такие люди, которым везет, и я тебя с удовольствием с этим всем делом поздравлю. Вандервард пойдет нахрен, а сюда станет Кларенс. Вот такой вот реальчик получается. А на этом буду прощаться, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока.